100 дней после Путина. Священник арестован за флажок Украины. Путин продолжает убивать украинцев. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 29 марта, 14:30. Юристы под эгидой правозащитного центра «Мемориал» разработали конкретные законопроекты, которые переходное правительство должно будет принять в первые дни после смены власти в России. Окно возможностей будет очень коротким. Темы проекта: конституционные сценарии транзита, демократизация, переходное правосудие и мирное урегулирование. Проект «100 дней после Путина» будет опубликован 31 марта. А пока посмотрите на YouTube-канале «Центр Мемориал», как юрист по правам человека Григорий Вайпан описывает демонтаж антидемократической системы государственного террора, точечную иллюстрацию и комиссию для упрощенного возмещения вреда, причиненного войной. Напомним о нашем манифесте, которым мы пытаемся стимулировать дискуссию о видении будущего России. 24 марта журналистка Русньюз Мария Пономаренко выступила с последним словом. Она рассказала о панических атаках и как из-за издевательств вскрыла себе вены. Правозащитный проект ОВД-Инфо напоминает, что в апреле 2022 года Пономаренко задержали в Москве из-за ее публикаций об уничтожении драмтеатра в Мариуполе. 17 марта издание «Сотовижн» рассказало, что их журналистку Антонину Фаворскую в том числе судят за помощь в организации похорон Алексея Навального. Она считает это церемонией награждения Оскаром. 18 марта на границе России с Белоруссией белорусские силовики арестовали комика Артемия Останина по делу о призывах к экстремизму из-за шутки. Пока его везли для передачи российским властям, машина остановилась и его избили в лесу 3 человека. 22 марта телеграм-канал «Христиане против войны» сообщил, что арестован священник Николай Савченко. В полиции его забрали прямо из церкви. Причиной стало фото, сделанное 1 мая 2014 года, где священник с флажком Украины находится на Невском проспекте. 19 марта Минобороны РФ заявила, что по приказу Путина сбила собственные беспилотники, запущенные по энергетической инфраструктуре Украины. Пока Путин выдвигает все новые требования для перемирия, гражданские Украины продолжают гибнуть от атак российской армии. Всего несколько новостей с сайта новостного агентства «Униан». 10 марта более 30 авиабомб попали по центральной части города Купинска. 1 человек погиб, 3 ранены. От дронов в Крапивницком пострадали 10 человек. 23 марта в результате массированной атаки на Киев погибли по меньшей мере 3 человека. 27 марта в результате атаки по жилой застройке и железнодорожному вокзалу в центре Херсона погибли 2 человека, много раненых. 28 марта в результате атаки по Днепру погибли по меньшей мере 4 человека, 21 ранен. Горели гостинично-гаражный комплекс, частные дома, повреждены многоэтажки. Поддерживайте сбор для больниц и школ Украины с помощью искусства. Посетите онлайн-выставку «Нет войне» и расскажите о ней друзьям. Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.